Привет, друзья! Сегодня приготовим замечательный суп, полюбившийся всем русским туристам – суп том-ям. А правильный суп – это прежде всего хороший наваристый бульон. Для том-яма он варится из курицы. Разделаем ее на части, так будет удобнее и варить, и вынимать ее из бульона. И отправляемся варить бульон. И в холодную воду отправляем варить курицу. Доведем до кипения и на слабом огне будем томить примерно час, может быть, полтора. Бульон у нас уже практически готов, это значит, что мы можем переходить к основной части приготовления супа том-ям. Основное, что нам нужно сделать, это подготовить морепродукты. Сегодня я использую кальмары, креветки и мидии. Мидии у меня новозеландские, они достаточно крупные и продаются вот на таких створках. Я их предварительно со створок снял и почистил. Здесь нужно убрать пищевод, всю грязь и проверить их внутри, что нет никакой тины и ничего. Кальмары я использую очищенные, из них я убрал пищевод и проверил, что внутри тоже нет никакой дополнительной живности. Креветки, если они у вас не очищенные, то очищайте от панциря и убирайте пищевод. В принципе, из всего из этого нам нужно только порезать кальмары кольцами. Ну или любой другой произвольной формы, как вам нравится. С белковой составляющей супа мы разобрались. Теперь, что касается основной ароматической части. Посмотрите, в том-яме за это отвечает листья кафирского лайма, и все, что с ними нужно сделать, это немножко их надорвать, чтобы они лучше отдавали свой аромат. Лемонграсс или лимонная трава очень ароматный. Его нужно резать небольшими кусочками и немножко побить ножом, также, чтобы он лучше отдавал свои ароматы. На мой казан штук 5-6 будет достаточно. Вначале побьем их ножом. Срежем грязные кончики, нарежем продолговатыми частями. И третий важный ингредиент – это корень галангал. Он чем-то похож на имбирь, но имеет немного более утонченный аромат. Конечно, вы можете его заменить на имбирь, но будет не совсем то же самое. Чем можно заменить продукты, я вам в конце сообщу. Тоже нарежем его кусочками. Также нам потребуется чеснок, кинза и острый чили-перец. Если не хотите, чтобы было очень остро, то разрезайте перец напополам и аккуратно удаляйте у него семечки. Чеснок можно разрезать пополам. Вот такие вот маленькие милые баклажаны всегда идут в наборах для том-яма, но это не самый важный ингредиент, поэтому если у вас их нет, то можете смело их пропустить. А если есть, то смело нарезайте на дольки. Небольшое количество сока лайма позволит вам добиться традиционного тайского вкуса. Они всегда сочетают в себе сладкое, острое, кислое и соленое, поэтому кислоту обязательно надо добавить. И практически никакое традиционное тайское блюдо не обходится без кинзы. Небольшое количество этой зелени в самом конце в том-ям добавит ему традиционного вкуса. Также неотъемлемой частью том-яма являются грибы, чаще всего шампиньоны, и томаты, чаще всего помидорки черри. Грибочки у меня совсем маленькие, поэтому с ними я ничего делать не буду, а помидорки черри нарежу пополам. И в целом мы можем отправляться к казану, чтобы продолжить варить суп том-ям. Давайте я подробнее расскажу про оставшиеся ингредиенты, потому что там времени будет не так уж и много. Самый важный и вкусный ингредиент в этом супе – это паста том-ям. В принципе, как я и говорил, она может заменить вам все остальные ингредиенты, такие как лемонграсс, кафирский лайм, даже креветки здесь перетертые всегда есть. Мы привезли такую пасту из Таиланда, но при желании можно найти практически в любом супермаркете. Например, компания Roy Day или многие другие делают потрясающие пасты том-ям. Можно заказать через интернет, вам привезут. И, в принципе, этого будет достаточно. Просто разведете ее в бульоне, добавите морепродукты и можете наслаждаться супом том-ям. Чили-паста, если хочется поострее,
Не обязательный продукт, тем не менее в Таиланде постоянно используется при приготовлении супа том-ям. Рыбный и соевый соус всегда продаются в супермаркетах в отделе с азиатскими товарами, с этим вообще проблем у вас возникнуть не должно. И кокосовое молоко, при желании его можно заменить на жирные сливки 33% или использовать как кокосовое молоко, так и сливки вместе, получится только более насыщенный и яркий сливочный вкус. При этом, если говорить про традиционный том-ям, то в него практически никогда не добавляются, сами тайцы не добавляют, разумеется, ни сливки, ни кокосовое молоко, это уже такой адаптированный вкус под европейцев, тем не менее нам он нравится, сливочно, вкусненько, остренько, все как мы любим. Отправляемся к казану. Отлично, бульон из курицы у нас полностью готов, курицу вынимаем шумовкой. Она нам больше в этом рецепте не понадобится. Свою функцию она выполнила. Отправляем туда основные ингредиенты для супа том-ям. Все нарезанные продукты, кроме зелени. Немного чили-пасты. И хорошую ложку пасты том-ям. Сразу добавим соевый соус и рыбный. Если не хотите тратить много соевого соуса, можете дополнить соль при помощи обычной соли. Хорошенько все размешали и дадим бульону закипеть. Проварим буквально 5 минут и продолжим приготовление. Отлично. Бульон прокипел, можно добавить туда грибы и помидоры. Отправляем морепродукты в наш том-ям буквально 30 секунд и следом за ними добавляем кокосовое молоко и сливки. И в самом конце кинзу. Отлично. Финально пробуем, хватает ли соли, кислинки и остроты. И отправляемся пробовать за стол. Друзья, спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Давайте скорее пробовать. Традиционно том-ям подают с пресным рисом, поэтому здесь он у меня есть в маленькой плошечке. Можете сварить отдельно. Я обычно даже не добавляю соль. Посмотрите, как много всего. Берем небольшое количество риса, ложку в бульон, все в себя. И наслаждаемся вкусом.